Я хочу вас познакомить с моей девочкой. Ее зовут Амина, ей 18 лет. Все эти 18 лет мы живем с очень редким генетическим диагнозом, который звучит синдром врожденной нечувствительности боли с ангидрозом. Что это значит? Это значит, что девочка абсолютно не знает, что такое боль. Порог болевой чувствительности 0. Она может получить различные травмы, переломы, ожоги, порезы и при этом даже не понять, что с ней произошло. Что такое ангидроз? Ангидроз – это отсутствие жидкости. То есть, если нормальный человек как бы регулирует свою температуру путем потоотделения, то у нас этого нет. Потовые железы у нас не работают, и поэтому у девочки круглосуточно, можно сказать, 24 часа в сутки температура 38-39. В летний период, когда на улице жара, температура под 40, у нас температура тоже поднимается за 40. Обычными стандартными таблетками жаропонижающими снизить температуру у нас не получается, поэтому для нас спасение – это прохладная вода. Душ с холодной водой, прохладное помещение. И вообще мы стараемся на улицу не выходить в летнее время. Что такое не чувствовать боль? Наверное, кто-нибудь подумал, что это дар Божий, а для нас это маленькое проклятие, я бы так сказала. Не чувствовать боль – это большая проблема. Но вот представьте, маленький ребенок, это случай из нашей жизни, маленький ребенок бегает на кухне, мама что-то готовит, суетится. И я отворачиваюсь буквально на несколько минут, она хватает раскаленную сковородку и получает ожоги 2-3 степени. Но я этого не вижу, потому что я занята на кухне в суете. И вдруг я поворачиваюсь назад, она сидит спокойно, все эти наши пузыри, как сказать, открывает, лопает, смотрит, что за жидкость у нее там образовалась. Когда нам исполнилось 6 лет, мы только тогда узнали об этом диагнозе. И до 6 лет для меня это было, как бы сказать правильно, это была неизвестность. Я не могла понять, почему с ней это происходит, почему у нее температура 38-39, а она на эту температуру прекрасно реагирует. Почему она падает, получает ожоги и почему не реагирует на эту боль. Конечно, это страшно. Видеть все, что это происходит, это 24 часа внимания. Без внимания ее оставлять никак нельзя было. Это частые рецидивы по остеомиелиту. Что такое остеомиелит? Это когда гной, как можно сказать, сахар в чае растворяет кость. Это было у нас очень часто, и врачи не могли нам сказать, с чем это связано, почему так часто рецидивы по этому заболеванию. Мы получали переломы, мы получали ушибы, мы получали ожоги. Все это невозможно контролировать, но это больно, страшно и обидно. Когда нам исполнилось 6 лет, мы попали в Москву в НИИ педиатрии и детской хирургии. Вот там впервые нам выставили этот диагноз, и для меня это был шок. Это все равно, что меня облили ледяной водой или кипятком. Я понимала, что, как сказать, не то, что понимала, мне было обидно, мне было больно, обидно, я ночь проплакала. Почему именно я, почему именно мой ребенок? Ведь этот диагноз очень редкий, очень. Их на всем земном шаре человек 100. Плюс-минус, потому что статистику никто не ведет. Я знаю случаи, когда в Германии девочка умерла просто от стандартного аппендицита, потому что она не пожаловалась, что у нее болит. В результате разлитой перитонит, и девочки нет. И таких случаев, наверное, немало. Хотелось бы, конечно, больше знать об этом заболевании, хотелось бы, конечно, найти людей с таким диагнозом. Возможно, вместе нам было бы проще, легче, мы делились бы опытом, помогали бы друг другу. Но, увы, насколько я знаю, статистически в России она одна. Возможно, где-то кто-то есть еще, но мы друг друга найти не можем. Вот мы сейчас с моей девочкой участвуем в проекте «Сильнее обстоятельств». Проект наш, расширяется количество пациентов, количество родителей с детьми с очень редкими заболеваниями. Круг расширяется но тем не менее таких, как мы еще пока не встретили. Мы еще не нашли таких удивительных, интересных людей, которые не знают, что такое боль, которые не умеют потеть, которые не умеют регулировать свою температуру, но при всем при этом
который умеет наносить себе повреждения. Вот одним из проявлений заболевания является аутоагрессия, то есть навреди себе сам. Это у них очень хорошо получается. Очень хорошо получается. Результат, вот, можно сказать, у нас на глазах, на руках. Есть много других проблем, связанных с нашим заболеванием. Но эти проблемы решаются потихонечку, постепенно, по мере их поступления, как говорится. Вся сложность и вся боль в том, что нам нигде помочь пока с решением лечения именно основного генетического заболевания помочь не могут. Для нас нет специальных препаратов, для нас нет специального лечения. Мы лечимся только по мере поступления проблем. Травма, значит, травматологи. Простыла, значит, идем к педиатру. Ну, теперь уже к терапевту. Если есть проблемы по эндокринологии, мы лечимся у эндокринолога. А вот чтобы услышать слова генетиков, да, мы нашли решение вашей проблемы, ну, наверное, лет через 50 наука дойдет и до этого. Научится лечить таких детей тоже. Ну, что еще можно сказать? Мы не теряем надежды. Мы не теряем надежды, мы живем с этим с этим заболеванием, мы живем с этим диагнозом. Она у меня очень общительная, несмотря на то, что мы сейчас на коляске. Она очень общительная, очень любит по дому помогать, любит детей, любит общение со взрослыми. Почему-то больше со взрослыми она находит общий язык, чем со своими сверстниками. Наверное, потому что сверстники не очень ее понимают и не очень ее принимают. Все-таки наше общество не готово к встрече с особенными людьми, не готово их понять, не готово их принять. А это очень сложно и тяжело. Казалось бы, такой большой мир, а мы один на один со своей проблемой. Но, тем не менее, даже мышонок, тем не менее мы живем и мы будем жить.